Приветики! В этом видео расскажу, как же начать зарабатывать на видеомонтаже на американских фриланс-биржах. Что нужно сделать для того, чтобы стать видеомонтажером, если вы еще ничего не умеете делать в плане видеомонтажа, а также как перейти видеомонтажерам, которые уже работают в сфере видеомонтажа, но в своих странах на американский фриланс. Итак, рассмотрю два пути. Первый вариант – это вы уже имеете определенные навыки видеомонтажа, то есть вы работали видеомонтажером в своей стране, либо учились видеомонтажу и просто хотите именно научиться фрилансить на американских фриланс-биржах. Что же для этого нужно сделать? Ну, на самом деле, в этом случае вам повезло, значит, у вас уже есть какая-то техника, с помощью которой вы можете работать, будь то телефон производительный или компьютер более или менее нормальный. Если вы уже работали, значит, у вас техника тянет видео, значит, вы можете просто брать и регистрироваться. Как регистрироваться на Upwork я рассказывать не буду, об этом снято уже очень много видео другими блогерами, просто найдите это видео, посмотрите, пройдите по инструкции, сделайте все, как вам скажут, и вы точно зарегистрируетесь. Единственный момент, с которым вы можете столкнуться, это как же регистрироваться, если вы не знаете английского языка. Для этого вам нужно будет просто найти несколько профилей таких же видеомонтажеров, как вы, посмотреть, что же они там пишут, желательно найти топовых видеомонтажеров и просто взять кусочки текста, грубо говоря, скопировать и составить себе текст. После этого несколько раз перевести туда-обратно в переводчиках, посмотреть, чтобы все это выглядело адекватно, нормально, и можете кидать этот текст себе в описание в свой профиль. При этом вам не нужно будет самим заморачиваться над SEO-описанием, поскольку эти видеомонтажеры уже давно до вас все это сделали, и там уже SEO-шные тексты прописаны. То есть все ключевые слова по видеомонтажу в этом собранном тексте у вас уже будут. Также насчет портфолио. В принципе, вы можете выгружать в Upwork профиль любые свои видео, которые вы когда-то монтировали. Если у вас нет вдруг этих видео, либо видео какие-то очень узконаправленные, вы их не можете выкладывать, вы просто можете, грубо говоря, скачать какой-нибудь шаблон с Эванта, будь то на Premiere или на After Effects, сделать со стоковых видеоматериалов какой-нибудь ролик или несколько роликов и выгрузить их в виде ваших примеров работы. Также в профиле Upwork есть такая штука, как видеовизитка. Здесь вы можете сказать, а как же я ее запишу, если я не знаю английского языка. При этом вы можете просто взять, перевести какое-нибудь слово, типа «Привет, меня зовут так-то, я видеомонтажер, добро пожаловать в мой профиль». И дальше в этом видео пустить просто примеры вашего видеомонтажа. Этого будет достаточно для того, чтобы желающие зайти на ваш профиль поняли, что вы реальный человек, что вы можете как-то говорить, и при этом этого будет достаточно. То есть, по сути, если вы уже когда-то работали видеомонтажером, зарегистрироваться на Upwork и начать там работать, пытаться, у вас займет буквально несколько дней, поскольку вам не нужно будет обучаться видеомонтажу, и тех скиллов, которые у вас есть, если они даже минимальные, будет вполне достаточно для того, чтобы брать простые заказы, поскольку очень часто бывают заказы просто из серии возьмите, скачайте видео, обрежьте два кусочка, накиньте какую-нибудь цветокоррекцию и отправьте заказчику. Все, этого будет достаточно. Также с этим справится буквально любой компьютер, который у вас есть, или телефон. Ну а второй вариант, более сложный, это когда вы еще ничего не умеете делать по видеомонтажу, никогда этого не делали, но очень бы хотели стать видеомонтажером и начать монтировать на американских фриланс-биржах. Первое, нужно понять, в какой вы нише хотите работать. Существует несколько вариантов видеомонтажеров, скажем так. Первое, это видеомонтажеры, которые создают какую-то анимационную графику. Здесь нужно понимать, что вам нужен будет компьютер профессиональный, который потянет эту графику, и сначала лучше этого не делать. Второй вариант, это простой видеомонтажер, который скачивает какие-нибудь файлы, соединяет несколько файлов вместе, возможно, добавляет какие-то титры, возможно, добавляет цветокоррекцию или музыку, это все рендерит и отправляет заказчику. Вот этот вариант, конечно же, нам сейчас подходит, поскольку его можно делать, не прибегая к использованию какой-то сложной техники, компьютера производительного, и это можно сделать буквально на телефоне в приложении CapCut или похожих. Каким же образом научиться монтировать видео?
Первый вариант. Вы можете снять себя на видео. Вот как я сейчас сижу перед камерой и снимаю видео, вы можете снять себя на видео, просто что-то поговорить на камеру и потом попытаться смонтировать из этого какой-то сюжет. Второй вариант. Вы можете найти какое-нибудь видео в интернете, на какой-нибудь страничке в Инстаграме или в Ютубе и смонтировать похожее видео из стоковых футажей. То есть зайти в интернет, вбить видеосток, найти различные стоковые изображения бесплатные и также видео стоковые и смонтировать что-то похожее. То есть поставить музыку и попытаться динамично пообрезать эти видео и поставить какие-нибудь динамичные переходы. Будь то опять же это на телефоне можно делать, либо на компьютере. Следующий момент – это разослать это видео, которое получилось, нескольким вашим знакомым и спросить, ну как тебе, нормально или ненормально? Или выставить его в сторис, допустим, в Инстаграм и спросить, чтобы можно было подредактировать и нравится, не нравится ли это вашим подписчикам. Таким образом вы и потренируетесь, и также преодолеете страх того, что мои видео никому не нужны, а я делаю какую-то фигню и так далее. На самом деле это все только страхи, и очень часто бывают заказы, от которых просто волосы становятся дыбом, от простоты которых, поскольку там нужно просто взять какое-то видео, которое было записано в зуме, и просто его порезать. Все. Следующий вид монтажа, в который вы можете пойти, это свадебный видеомонтаж. И по идее в нашем русскоязычном пространстве можно считать, что это один из самых простых и прибыльных вариантов видеомонтажа. А вот на американском фрилансе я бы вам не советовала в него лезть, поскольку там существует определенный стиль такого монтажа, которого нужно придерживаться. Там обычно снимают свадьбы в очень хорошем качестве, то есть видео у вас скорее всего будет 4К, и у вас будет видео с нескольких ресурсов, это там несколько дронов, несколько камер и еще что-то такое, возможно даже рекордер отдельный будет, и вам нужно будет все это сводить. Естественно, для этого нужны очень хорошие ресурсы компьютера, и вообще для начала вам туда не нужно лезть, не советую. Ну а теперь о самом приятном. Сколько же может зарабатывать видеомонтажер на американских фриланс-биржах? Итак, заходим в раздел талантов, выбираем видеомонтаж, также выбираем локацию, например, с Украины, и смотрим, что же нам выдал Upwork. Итак, вот у нас видеомонтажер с Украины, нажимаем на него и видим, что он заработал на своем профиле больше $1000, выполнил при этом 8 работ, написал о том, что он работает с видео для Google, для TikTok, для Facebook и так далее. И зарегистрировался он в октябре месяце 2021 года. То есть он выполнил 8 работ и заработал за это больше $1000. Средняя, получается, стоимость одной работы у него была $100. То есть мы можем видеть, что буквально новичок зашел на Upwork, взял заказы и заработал больше $1000. Далее смотрим другой видеомонтажер. У этого видеомонтажера уже больше $20 000 заработанных. Он топ-рейтед, это один из самых классных вариантов профилей. Итак, можем посмотреть, что у него ставка стоит почасовая $20 в час. У него отработано больше 1500 часов, у него выполнено больше 98 работ в разных профилях. И вот один заказ, монтаж 5 видео, он выполнил, получается, со ставкой $15 в час за $387 за 26 часов. То есть вы можете видеть, что ставки на Upwork гораздо выше, чем если бы вы зашли, например, на любую фриланс-биржу украинскую, либо российскую и пытались искать клиентов там. И вот таких вот примеров на самом деле куча. Вы можете сами зайти на Upwork, например, в виде заказчика и посмотреть профили различных фрилансеров, и вы таким образом увидите, что можно буквально только зарегистрировавшись, буквально за месяц зарабатывать нормальные деньги, начинать, и не обязательно при этом обладать какими-то мега навыками монтажа. То есть, если вы зайдете в профили многих фрилансеров, вы посмотрите, что ничего сверхъестественного там нет. Там обычные видео и обычные примеры. Если вам понравился такой формат видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также пишите в комментариях, какие еще сферы деятельности вы бы хотели в таком вот формате рассмотреть. То есть, например, каким образом зайти на американский фриланс дизайнером и так далее. До новых встреч, пока!